Всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Сегодня мы в Киеве. Хотим пройтись по некоторым центральным улицам, показать вам обстановку в Киеве и рассказать про события сегодняшнего дня в Киеве и в Украине. Сегодня 28 апреля 2023 года. День в Украине начался с печальных событий, если не сказать с ужасных. В принципе, очередной ракетный обстрел, который произошел в 4 часа утра. 23 ракеты было выпущено по Украине сегодня. Из них 21 ракету сбили и 2 ракеты прилетели. И я позже расскажу, куда попали. Смотрите, сейчас мы идем по одной из центральных улочек Киева. Я просто не знаю название этой улицы, так бы сказал. Но здесь очень красиво. Сегодня теплый солнечный день. Хочу, чтобы вы могли посмотреть на обстановку в Киеве. Рабочий день. Сегодня пятница, да, Влад? Да. Сегодня пятница. Сейчас около 12 часов дня. 28 да, апреля, я уже сказал. И сегодня в 4 часа утра Россия снова решила бомбардировать нас, обстреливать ракетами. 51 день уже не было обстрелов Киева, именно ракетных обстрелов. Не знаю, с чем это связано, но мы, в принципе, уже немножко успели отвыкнуть от обстрелов. И в Киеве люди говорят, что слышали утром работу ПВО, дрожали стекла, особенно в районе Оболони, на улице Приречной. Женщина говорила, что очень хорошо было слышно взрывы, это ПВО. На сам Киев было выпущено 11 ракет, и все они были сбиты. Одна из сбитых ракет упала где-то в Киевской области и повредила многоэтажный дом. Есть фотографии, я вам покажу, сейчас здесь вставлю. Не ракета, а обломки. Да, обломки ракет повредили жилой дом в Киевской области. Но самое главное случилось в Умане. В Умане одна ракета попала прямо в жилой дом и снесла половину дома, в котором 27 квартир просто разрушено. На данный момент сообщают, что в этом доме погибло 16 человек, 3 из которых дети, и 17 человек ранены. И еще около 40 машин сгорело. Страшное сегодня началось утро, особенно для Умани. И еще в Днепре. Вторая ракета, которую не сбили наши ПВО, попала в Днепре в частный дом, где погибла молодая 30-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Представьте, какие ужасные события сегодня. И при этом, вы знаете, что Министерство нападения России заявило официально, что они попали точно в цель. То есть они подтверждают этим самым, что они туда и целились, куда попали. Так, еще какие-то у меня были для вас новости. Сейчас. Я вспомнил. Хочу посоветовать вам посмотреть новый фильм. Фильм снят об Ирпене и опубликован на YouTube. И почему-то его не очень сильно смотрят, потому что там о тех печальных событиях, которые происходили в Ирпене во время оккупации, о том, как российская армия заходила, о том, как наши бойцы, наши ТРО и ВСУ сопротивлялись, и о том, как много людей погибло, при каких обстоятельствах погибли они в Ирпене. На мой взгляд, очень сильный фильм. Но почему-то YouTube его не продвигает, этот фильм. Видимо, потому что печальная тематика, а YouTube любит такие фильмы, в которых можно вставить какую-нибудь рекламу. Поэтому YouTube предпочитает показывать нам что-нибудь веселое и радостное. Это такая политика Ютуба просто. Сейчас у нас слева оперный театр киевский. И дальше, если мы пойдем прямо, мы выйдем на Крещатик. А мы хотим предложить вам посмотреть все-таки этот фильм про Ирпень. Будет очень полезно для тех, кто не знал
о событиях в Ирпене, которые происходили, или тот, кто думает, что, например, Ирпень не сильно пострадал, немного людей в нем погибло. Есть и такие, которые считают, что Буча и Ирпень это вообще фейк. Поэтому для них было бы неплохо посмотреть о реальных событиях. Опубликован на канале «Настоящее время». Вот. Мы оставим ссылку, так что заходите и посмотрите. Они загружали с сыном автомобиль с утра и уже хотели выезжать. И в этот день на нашу улицу зашли российские танки. То есть начался уличный бой. Они бросили машину и опять спрятались в подвал. Я не смог их прикрыть, защитить. Старший сын Никита, 18 лет. Он учился на 2-м курсе на программиста в университете Шевченко. Дочь Алиса, 9 лет. Дело в том, что мы сами были свидетелями многих событий, которые там в этом фильме рассказаны. И мы уже даже успели за год забыть о многом. А этот фильм, он в красках напоминает, в деталях нам рассказывает о том, что было. И это помогает переосмыслить снова те события и понять, чего мы лично с Ладой, чего мы избежали благодаря тому, что уехали вовремя. Да, мы сидели, просто плакали, смотря этот фильм. Так что посмотрите, друзья, этот фильм обязательно. Особенно россияне. А сейчас мы движемся по улице Богдана Хмельницкого вниз. Уже впереди виден Крещатик. Дома на Крещатике, дом со звездой, по крайней мере, его видно. Так, зеленый свет. Идем дальше. Тут такое активное движение и шумная улица. А еще брусчатка сильно шумит. Вообще ракетные обстрелы начались с начала войны, с самого начала полномасштабного вторжения. Первый удар по Киеву был как раз ракетный. Но регулярные массовые ракетные обстрелы по инфраструктуре начались с 10 октября 2022 года. И тогда они каждую неделю их проводили по 100 ракет. Первый удар был вообще 100 с лишним ракет, было еще плюс дроны. И так каждый понедельник. А потом потихоньку интенсивность ударов снизилась до того, что их начали через 2 недели уже проводить и не по 100 ракет, а уже по 80, по 70, по 60. Ну и дошло до того, что они стали реже и реже стрелять. И вот последний интервал был 51 день по Киеву, если брать. И 23 ракеты всего лишь. То есть это говорит о том, что у Российской Федерации либо уже мало ракет осталось, либо они их припасают для того, чтобы защищаться от наступления украинского. Они, конечно же, сейчас производят там в России новые ракеты, но, видимо, недостаточно. И это хороший знак. Это говорит о том, что у них не бесконечные ресурсы. И, возможно, уже в мае, когда начнется наступление украинское, то они их все потратят, и у них уже не останется возможности стрелять по нам. Вот это я так, в принципе, хочу. Это мои мечты. Сейчас мне будут писать, что вы там, это все мечты. На самом деле они имеют под собой основу, если вот учесть тот анализ, который я сейчас рассказал, использования ракет, то, скорее всего, так оно и есть. Ресурсы у России не бесконечны, поэтому Россия все равно проиграет эту войну. Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Так, друзья, мы приближаемся уже к Крещатику. Сейчас хорошо видно уже дома на Крещатике. Посмотрите на зеленые каштаны. Вот уже, ну они еще не зацвели, но вот буквально чуть-чуть и начнется белый цвет на каштанах. Если вы давно не были в этих местах, вам будет интересно посмотреть. Сейчас слева у нас ЦУМ, центральный универмаг. Говорят, очень дорогие бутики там, но внутри очень красиво. Но сегодня мы не будем заходить туда. Это как-нибудь в другой раз, может быть,
потому что сегодня не то настроение, чтобы ходить по бутикам. Именно из-за этих обстрелов. Мы вообще хотели сегодня снимать мирное видео. Вообще мы бы хотели снимать мирное видео. И очень жалеем, что нам все-таки приходится снимать вот такие вот видео о войне, об обстрелах. Но мы в ближайшее время хотим снять для вас видео с ценами, с недвижимостью. С обзором недвижимости в Ирпене, да. Мы, возможно, буквально завтра поедем и будем смотреть дома. Так, Лада показывает мне на киевскую Перепочку. Ее все любят снимать почему-то. Все любят здесь покупать. 35 гривен стоит. Тут сверху я и то вижу цены. В общем, вот такое у нас сегодня вышло видео. Друзья, мы прошлись по улице Богдана Хмельницкого от метро Университет до метро Крещатик практически. Ветрено немножко здесь. Плюс, да, хоть и плюс 12, хоть и солнце выглядывает, но все равно долго по улице неприятно ходить. Хочется спрятаться куда-нибудь в теплое затишное место. Все, друзья, вот такое получилось у нас сегодня видео. Не веселое, но и события не веселые. Идем по Крещатику в сторону метро Крещатик. Будем ехать в Ирпень. Прощаемся с вами. Хотим пожелать всем мира, мира, еще раз мира. До новых встреч в следующих видео. Пока. Космонавт.